Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, участники проекта, нас уже больше 30 тысяч. Это очень отрадная новость. Давайте мы увеличим это количество. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, комментируйте и тем самым поддерживайте наш канал. На этом хорошие новости не заканчиваются. В конце января во всех магазинах России будет моя книга, уже вторая. Она является продолжением и расширенной версией первой книги, которая вышла впервые в 2016 году. И представляет собой очень достаточно уникальное издание, потому что сочетает в себе не только обычный академический анализ органов власти Китайской Народной Республики согласно Конституции, согласно уставу Коммунистической партии Китая, согласно уставу Коммунистического союза молодежи Китая, но и изучает эту структуру изнутри с точки зрения истории руководителей ведомств и органов власти, а также партийных органов власти и их принадлежности к субэтническим, военно-политическим китайским группировкам. Такого анализа я не встречал ни в Китае, ни в Европе, ни в России. Это абсолютно уникальная книга, рабочий инструмент по изучению китайской современной элиты, который уходит вглубь на 100 лет и прогнозирует события на 15 лет вперед, когда Си Цзиньпин, как мы ожидаем, будет находиться у власти согласно новой конституции. Книга вышла очень большой, около 600 страниц. Думаю, что это будет отличный новогодний подарок для вас и для ваших близких, знакомых, друзей. У нас действовать будет специальная акция, то есть вы можете купить у меня книгу с подписью, с билетом, двумя билетами для вас и для вашего друга, чтобы прийти на мероприятие в вашем городе, которое мы постараемся организовать, а также купить доступ к постоянно обновляющейся электронной версии закрытой книги, которая перерастет в такую своеобразную энциклопедию по современному Китаю, ну и не только современному. В описании под роликом читайте и пишите имейлы, заказывайте книгу, потом это будет постоянная ссылка, и поддерживайте меня и то дело, которое мы вместе с вами уже на самом деле делаем. Теперь, что касается вопроса очень острого экологии. Вопроса российских лесов. И, кстати говоря, это не только наш вопрос. Это вопрос всего мира, который борется за климат, борется за экологию, за сохранение легких планет. А легкие планеты, по большому счету, это Россия и Бразилия. И этот вопрос очень острый. Почему? Потому что на территории России, по данным правительства, официальным данным правительства Российской Федерации, огромная зияющая дыра из вырубленных лесов. Ее площадь, только по официальным данным, составляет площадь Германии. Это 35 миллионов гектаров. Это огромная территория вырубленных лесов, которые не восстанавливаются. Более того, эта дыра ежегодно растет на 450 тысяч гектар. Это колоссальная проблема, отношение к которой имеет в том числе и вырубки на экспорт. И казалось бы, что очень хочется и было бы самым простым обвинить здесь Китай. Китай как огромный азиатский партнер, огромный потребитель леса. Но когда я стал разбираться с этой проблемой, и действительно ранее не разбирался с ней глубоко, когда я начал изучать статистику, оказалось, что проблема гораздо глубже и достаточно интересный имеет характер. О чем я говорю? Прежде всего цифры. Значит, реальный объем вырубки в 2019 году в России составил 219 миллионов кубических метров. На Китай, внимание, пришлось только 17 миллионов кубических метров. То есть это величина порядка 8%, меньше 10%. Есть люди, которые сомневаются в этой величине и говорят, что вырубка в разы больше. Мы можем это проверить только другими цифрами, данными таможни китайской. Я проверил. Там таможенные данные не расходятся. Также 17 миллионов.
Соответственно, даже если мы говорим, что и китайская, и российская таможни врут, что лес не фиксируется, что лес какими-то там медвежьими тропами вывозится, да, в любом случае, даже если данные в 3 раза занижены, на Китай приходится все равно меньше половины проблемы вырубки лесов. То есть в первую очередь потребителям древесины и ответственным за уничтожение легких России, конечно, можно и нужно считать внутренних потребителей, которые используют лес не только для мебели, не только для стройматериалов, а в первую очередь целлюлозно-бумажная промышленность. Мы все это должны понимать и не обращать внимание не только на Китай. Конечно, Китай – это большая проблема, но обращать внимание на внутренних потребителей. Что касается по поводу именно сибирских лесов, я для себя с удивлением обнаружил, что на Сибирь приходится лишь 40% вырубки. Ну, возможно, опять меня могут поправить, что это все неофициально, реально вырубка больше, но никто не говорит, что также неофициально не рубят в европейской части России. То есть на Сибирь приходится 40%. Проблема лежит не в Сибири. Уничтожение российских лесов, она лежит в европейской части. И, наверное, в первую очередь, конечно, нужно заниматься лесами европейской части, а не сибирскими. Что касается Сибири, проблема здесь совершенно с другой стороны лежит. И действительно, если мы можем оценить бенефициаров этой вырубки и экспорта, то основная вырубка в Сибири приходится всего лишь на 2 субъекта. Это Иркутская область, 31 миллион кубических метров, это 14% всей вырубки от России, и Красноярский край, это 12%. И очевидно, что оба этих субъекта везут в Китай этот лес, и действительно эти регионы являются бенефициарами этого вывоза. А с другой стороны, на еще порядка свыше 10 субъектов Российской Федерации приходится остальная часть этой вырубки. В чем заключается колоссальная проблема грядущего в 2022 году? С 1 января 2022 года первое лицо государства запретило вывоз необработанного леса. В чем заключаются колоссальные проблемы для сибирского региона? Это не только потеря прибыли. Многие люди, которые рассуждают о сибирском лесе, о экологии, как правило, жители городов, которые лес видят только в лесопарках максимум, а зачастую просто в парках. Тем не менее, лес вырубается совершенно в других регионах, вдали от обывателя, который зачастую стереотипно мыслит. И реально проблема заключается в следующем, что на те оставшиеся свыше 10 регионов вырубки леса в этих территориях занято вырубкой леса порядка 200 тысяч человек. Это 200 тысяч лесорубов. А в экономическом плане это 200 тысяч семей. То есть порядка 1 миллиона жителей Сибири и Дальнего Востока получают свой базовый доход и едят, кормят свои семьи за счет леса, лесной вырубки. И лишение их этого дохода приведет к очень серьезным социально-политическим последствиям в Сибири и Дальнем Востоке, которые и так достаточно напряженно себя чувствуют после тех проблем, которые случились в 2020 году. И если мы посмотрим на список датируемых регионов, мы там не найдем ни Иркутскую область, ни Красноярский край. Мы там найдем в первую очередь Бурятию, Туву и Алтайский край. Особенно Алтайский край и Туву. На Алтайский край приходится 40% датируемых денег, которые предоставляет Москва из бюджета Федерации. Это регион, который находится в очень сложной социально-экономической ситуации. При этом он является одним из экспортеров леса в Китай. И, как мне кажется, вот на Туву, Бурятию и Алтай придется очень мощный удар по данному сегменту населения. И если российские власти не ожидали таких последствий, то в 2021 году и в 2022 году стоит ожидать, что люди из Алтайского края будут крайне с большим антагонизмом относиться к решению властей
Это ударит по простому населению, не эфемерному экологии, не сложной экологической проблеме. Оно просто ударит по жизни людей, заставит их выходить на улицу. Вот чем может кончиться это решение для Алтайского края, Тувы и Бурятии в первую очередь. В меньшей степени, конечно, пострадает Иркутск, в меньшей степени пострадает Красноярск. Но вот эти регионы, они, к сожалению, попали в группу риска после запрещения экспорта кругляка. Вторая крупная проблема, которая лежит на поверхности, но не изучена, возможно, так глубоко, что вместе с запрещением вывоза кругляка совершенно не проработаны меры по созданию обрабатывающих мощностей. Но это лишь только полдела, потому что завести станки, делать доску приемлемого качества, датировать ее даже какую-то логистику, например, не только в Китае, но и европейскую часть, это государство может. Но государство не может обеспечить рынки сбыта этой доски на территории Китайской Народной Республики. Все, кто работал с китайским рынком, очень четко понимают, что рынок абсолютно закрыт протекционистскими мерами, это раз. А второе, это то, что собственные производители Китая абсолютно не ждут российских конкурентов с дешевой доской на территории Китая. Я хочу вернуться к кругляку и заметить, что экспорт кругляка из России в 2019 году упал на 30% в Китай. Не по зависящим от Российской Федерации факторам. Этот экспорт заместила Бразилия и Канада. То есть даже на рынке кругляка у России есть конкуренты, которые готовы свой кругляк вывозить в Китай. То есть Россия, без не прилагая никаких усилий, вытесняется с очень прибыльного китайского рынка. Но если мы вернемся к доске, к фанере, к пелетам, к изделиям из дерева уже не говоря, речь идет не только о том, чтобы создать обрабатывающие мощности, но и чтобы получить доступ на китайский рынок. Сейчас на китайский рынок получили доступ через много-много лет работы кондитерские изделия из России, мясо птицы, а вот такие сложные вещи, как доска, прорабатываются слабо, каналов экспорта не создано, а это значит, что вместо того, чтобы получить деревообрабатывающую промышленность на территории этих регионов, мы получим просто миллион безработных. Вот к чему приведет бездумный, скажем так, непроработанный запрет на экспорт в 2022 году. И специалисты отрасли, и я очень сильно сомневаемся, что Россия сможет создать обрабатывающие мощности для такого объема леса и дать тому миллиону людей, которые потеряли работу в маленьких таежных поселках, вернуть им работу, вернуть их семьям средства существования через создание деревообрабатывающей промышленности. И не потому, что нет станков, а потому что с Китаем не согласован допуск деревообрабатывающей промышленности Российской Федерации на рынок Китая. Это возможно создать только одним способом, если предприятия, которые будут создаваться на территории этих субъектов Российской Федерации, будут содержать долю китайского капитала. Я не слышал, вы, возможно, в комментариях меня поправите, чтобы Россия создавала совместные предприятия лесоперерабатывающего комплекса на территории России совместно с китайцами. И если это не происходит, Китай ни при каких условиях не будет участвовать и допускать чужие предприятия на свой рынок. Китайцы прекрасно создали целую империю деревообработки, империю целлюлозно-бумажной промышленности, империю мебели, империю всего чего угодно, сделанного из дерева. Это прекрасные мастера. И они не пустят на свой рынок обработанную продукцию из России, если там не будет доли китайского капитала. Поэтому этот вопрос не проработан, он нуждается в дополнительной проработке. И я, честно говоря, не вижу такой работы. Я вижу лишь секторальную работу, половинчатую по запрету вывоза кругляка. И когда сторонники экологии
начинают говорить, высказывать свое мнение, что, дескать, это выгодно китайцам, вы абсолютно не правы, это выгодно миллиону наших соотечественников, которые живут в Сибири на Дальнем Востоке, и жизнь их, поверьте, и без того трудна. Чтобы огульно лишать их заработка, огульно лишать их средств к существованию и не предлагать ничего взамен, кроме как голодной смерти на несуществующих лесоперерабатывающих мощностях. Еще раз большое спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, к чему приведет запрет вывоза кругляка, какие выходы вы видите, что делает Российская Федерация для того, чтобы создать лесоперерабатывающую промышленность, что она делает для того, чтобы создать 200 тысяч рабочих мест на территории Сибири и Дальнего Востока. Комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Спасибо большое.